an announcement for all my English speaking followers. I know there are a lot of you guys, so English subtitles for this vlog are available for you to turn them on and enjoy the beauty of South Russian nature and my humble commentary throughout this video. Let's hope that someday I will be confident enough to speak English in my videos, and let's get started. Всем хей, с вами Ликажей. Сегодня мы с вами погуляем на водопадах, которые находятся в одном из лесов Черноморского побережья. Погнали! Первые водопады, на которые мы отправляемся, носят название Псигуаш по имени одной из богинь древних адыгов. К Псигуаш обращались с просьбами о дожде, ведь она считалась богиней пресной воды. Нам сейчас главное не проехать наш поворот на водопады, так что следите внимательно, ребята, следите со мной. Водопады находятся примерно в 5 километрах от поселка Архипа-Осиповка и в 54 от Геленджика. Вот приехали. Мы прибыли в точку рандеву, и здесь нас сопровождают вот такие вот собачки. Кстати, я была здесь где-то года 3 назад, и, по-моему, я помню вот эту собачку. Если это та же самая, то прикольно. Давайте почитаем. Веревочный городок. О, кстати, если он будет работать, то мы с вами обязательно туда сходим. Путь до водопадов от места парковки займет где-то 10-15 минут. Экстрим парк. А вон и посетители веревочного городка. Горная река. Смотрите. Настоящий ли? Не берусь утверждать. А вот очередная собачка. В этом лесу находиться гораздо прохладнее и приятнее, чем снаружи. Воды горной реки позволяют охладить место. Какой мягкий мох на этом дереве. Смотрите, кто к нам поднимается. Я так поняла, этот песик помогает работникам парка содержать водопады в чистоте, собирает все палочки и выносит мусор. Мы выбрались на новый уровень, на новый этаж. Песик не отстает от нас. Будет моим гидом, а глина-то скользкая, придется пожертвовать кедами. Я уже влезла в воду, в холодную горную воду. Фух. Оп. А наш четвероногий друг все трудится, не покладая лап. Экстрим! Да. Крутой из меня паркурщик. Лягушка поплыла. Ребята, мы, по-моему, подходим к финальному водопаду, но для кого-то он и может быть финальным. Но мы с вами попробуем покорить его. Вот он. И для кого-то маршрут заканчивается здесь. Ну что, поехали. Холодная вода. Не спешим. Осторожно. Так.
Сейчас вроде легче. Меня предупредили насчет скользкого места где-то здесь. Куда же ставить руку? Осталось всего ничего. Так. Есть. Есть. Мы почти сделали это. Фух. Мы здесь, ребят. Ура! Грибочек. Съедобно, интересно. Колючка тут висит. Воу! Я думаю, именно на таких катался Тарзан. Ух, а тут еще прохладнее. Прям откуда-то веет. И это еще не конец. Не, ну тут можно идти бесконечно. Смотрите, что за растеницы я тут нашла. Необычные бутоны какие-то. Не знаю, что это. Теперь мне предстоит спуститься, камера садится, я рифмоплю. В общем, встретимся внизу. Природа — лучший художник. Мне все-таки интересно, что внутри у этого вот плода. Семечко. Внутри у нас находится семечко. В этом только одно. Пишите в комментах, что это. Хозяина нет, но мы сами добрались до веревочного парка и попробуем сейчас пройти участочек на халяву. Ой. Да. Так называемый велосипед. Можно было прокатиться туда, но он закреплен. Level completed. Смотрите, что там еще. Небольшая подсказочка. Камни с зеленью, то есть замшелые камни, более скользкие, чем вот такие вот. Ну, просто коричневые. Вот эта коричневая штука не скользкая. Просто водой размыла верхний слой породы камня, и здесь ничего страшного. Но вот таких вот вам стоит остерегаться. Скользнетесь и полетите с водопада вниз. И, внимание, нам осталось пройти наиопаснейшее из испытаний в этом месте. Ребят, полюбуйтесь тем, какой микроводопад мы нашли по дороге. Ничем вроде не примечательная трасса. И вдруг заходим сюда и посмотрите, откуда же течет вода. А вот откуда. Красота. Наш хлеб на ветру такой. Итак, начался наш второй водопадный день, и мы прибыли на водопады, которые называются Гибеузскими. Людей здесь побольше, я вам скажу. Очевидно, место как туристическое раскручено больше, чем предыдущие водопады, на которых мы были. Псигуаш. А вот еще один дольмен, и что-то мне подсказывает, что этот тоже имитированный. Слишком ровный ход. Ну, давайте притворимся, что это действительно одно из тех загадочных древних сооружений. Это говорит статистика. Статистика говорит, что верблюды живут 25 лет. Это говорит статистика, не этот мужик. Вася. Гибеузские водопады расположены на реке Тишепс, поэтому их можно называть и Гибеузскими, и Тишепскими. Находятся они примерно в 8 километрах от Архипки и в 67 от Геленджика. Прежде чем вы увидите первый водопад, вам надо будет пройти довольно долгий, но приятный тенистый путь среди деревьев. Мы идем уже довольно долго вдоль русла реки, а водопадов все еще нет. Такой вот живописный мост. Кроме древних дольменов, здесь имеются древние кавказские дубы, возраст которых, если верить табличкам, составляет 300 лет. Может, это тот самый дуб из «Войны и мира», описание которого занимает примерно идентичное его возрасту число страниц. А здесь можно совершить жертвоприношение. Корешки, однако. Мы добрались до первого водопада. Природный аттракцион.
скоростью прокатиться. Офигеть, ребят! Этот водопад идет третьим по счету и носит необычное название – Грот Высоцкого. Легенда гласит, что однажды это место очень впечатлило великого барда. Вот это водопад, ребят! По-моему, ничем не хуже, чем где-нибудь на Филиппинах. Итак, я думаю, мы уже увидели самый классный водопад. Нам только что сказали, что дальше уже ничего нет. Я так понимаю, осталось увидеть один из последних водопадов. И на этом наше сегодняшнее путешествие будет окончено. Ну давайте посмотрим, что здесь. Опа. Интересно. Странно. Тот, куда проход закрыт, был действительно последний водопад. И нам больше ничего не остается, как идти обратно. Походу, все собачки подрабатывают уборщиками водопадов. Впечатления после поездки на высоте. На самом деле в нашей стране невероятно много потрясающих мест, туристическому потенциалу которых еще предстоит раскрыться, и вы можете им в этом помочь. Вот такое путешествие по российским водопадам у нас получилось. С вами была Лика Джей, ребят. Всем удачи и всем пока! Taking a chance can't be so bad.